Следующая банкнота. Польша, 10 злотых, 2012 год. Регулярный выпуск 2012-2018 годов. В этом выпуске 4 номинала: 10, 20, 50 и 100 злотых. Очень красивая серия, которая мне очень нравится. Все номиналы выполнены в едином портретном дизайне. Лицевая сторона. Стилизованный портрет князя Мешка I, первого исторического достоверного польского князя, представителя династии Пястов, сына Земомысла и внука Лешека. Гравировка портрета на банкноте сделана с портрета Мешка I польского художника Яна Матейка. Портрет был написан в XIX веке. Князь Мешка I объединил большинство земель лихитских племен и принял христианство латинского образца как государственную религию. Имеется водяной знак, портрет Мешка I и номинал электротип 10. Также имеется защитная нить. Оборотная сторона. Польский серебряный динарий, имевший хождение во времена Мешка I. Во время его правления около 970 года был начат выпуск серебряных динаров. Чекан выполнялся молоточным способом. На аверсе обычно помещалось изображение часовни или храма, а на реверсе – равносторонний крест. Вес монеты был чуть более 1,6 грамма серебра, диаметр 18-20 мм. Размер банкноты 120 на 60 мм. Имеется вот такой защитный элемент, который проявляется под определенным углом обзора с обозначением номинала. Идем дальше. Еще одна польская банкнота из этой серии. 20 злотых, 2016 год. Лицевая сторона. Стилизованный портрет князя Болеслава I Храброго, первого короля Польши, князя Чехии в 1003-1004 годах, сын Мешка I, князя Польши, и чешской княжны Дубравки, представитель династии Пястов. Гравировка на банкноте сделана с портрета Болеслава I Храброго польского художника Яна Матейка. Портрет был написан между 1890 и 1892 годами. Болеслав I продолжил политику своего отца по объединению польских земель. Пределы польского государства при Болеславе I расширились от Эльбы и Балтийского моря до Карпат и Венгрии, и от Чехии до Волыни. Большое значение князь уделял христианству и организации польской церкви. Водяной знак, портрет Болеслава и номинал 20. Также имеется защитная нить. Оборотная сторона. Монета – серебряный динарий, имевший хождение во времена Болеслава I. В период раннего и высокого средневековья динарий, получивший массу локальных наименований, таких как феник, пенни, деньё и другие, являлся чуть ли не единственной серебряной монетой христианской Европы. Изображенная на монете птица – павлин, в христианской традиции означавший воскрешение и вечную жизнь. Слева от динария – башня романской часовни, костел святого Николая и святого Вацлава в польском Цещине. Первое упоминание о часовне датируется 1223 годом. Справа от монеты изображен лев с бордюра Гнездненских врат. Он находится на левом бордюре левой створки на высоте ручки. Гнездненские врата – двупольные распашные двери, отлитые из бронзы в XII веке, находятся в Гнездненском архикафедральном костеле. Также имеется защитный элемент, как и на предыдущей банкноте, в виде прямоугольника, проявляющийся под определенным углом обзора с обозначением номинала.